Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Валерий Табаков, юрист. И сегодня мы разбираем, опять же, в который раз резонансное дело об убийстве Ирины Фарион. Но сейчас наш сегодняшний разбор будет касаться иска Софии Особы, дочери убитой Ирины Фарион, к подозреваемому в убийстве Вячеславу Зинченко. В центре нашего внимания будет требование Софии о компенсации морального вреда в размере 15 миллионов гривен. Это сумма, которая символически приравнивает убийство ее матери к жертвам войны. Я подробно проанализирую юридическую природу этого иска, отличия от государственной выплаты за погибшего бойца ВСУ и, что главное, почему действия Софии полностью совпадают с нарративом российской пропаганды, утверждающей, что в Украине якобы идет гражданская война, а не международный конфликт. Мы рассмотрим все аспекты юридические, общественные и политические на основе законодательства Украины и контекста на сегодня, 21 сентября 2025 года. Разбор будет детальным, так что устраивайтесь поудобнее. Начинаем. Но перед тем, как начать, еще раз хочу обратить ваше внимание, что когда-то Ирину Фарион обвиняли в том, что она льет воду на мельницу российской пропаганды, которая, пользуясь ее же высказываниями, ее же оскорблениями, транслировали это и заявляли, что в Украине конфликтуют люди. Одна часть с другой частью. И вроде бы со смертью Фарион это прекратилось, но вот вдруг неожиданно, и для меня тоже, оказалось, что нет. Последователи Фарион, и в частности София Особа, она сознательно или несознательно, но опять же продолжила дело Фарион, продолжила лить воду на мельницу российской пропаганды. Речь идет о российском нарративе, что будто бы в Украине гражданская война. Но сейчас вы поймете, в чем здесь смысл. Для начала факты. Ирина Фарион – это известная украинская языковед, общественная деятельница, бывший народный депутат от ВО «Свобода», 2012-2014 год. Она была убита 19 июля 2024 года во Львове. Подозреваемый 18-летний Вячеслав Зинченко, уроженец Днепра, задержан вскоре после преступления. Дело рассматривается в Шевченковском районном суде Львова, и на 21 сентября 2025 года оно все еще продолжается с перерывами и продолжающимися слушаниями. Дочь Ирины Фарион, София Особа, в некоторых источниках ее называют Семчишин, подала гражданский иск к Зинченко. Она представляет потерпевшую сторону, и в этом иске она требует компенсации морального вреда в размере 15 миллионов гривен. София мотивирует эту сумму тем, что эта сумма эквивалентна государственной единовременной денежной помощи, ЕДП, выплачиваемой семьям погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий. Она заявила в суде, что если деньги будут присуждены, они полностью пойдут на нужды ВСУ, чтобы горе принесло пользу Украине. София описала свои страдания,
потерю матери, психологическую травму своих детей, видевших фото убийства в соцсетях, и общественный резонанс дела. Но ключевой вопрос, почему ее иск можно рассматривать как полное совпадение с нарративом российской пропаганды о гражданской войне в Украине? Давайте разберем это шаг за шагом, сохраняя всю полноту юридического анализа. Итак, природа выплаты за погибшего бойца ВСУ, ЕДП. Государственная единовременная денежная помощь семьям погибших военнослужащих регулируется законом Украины о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, статья 16.1. Постановлением Кабинета министров Украины номер 168 от 28 февраля 2022 года с изменениями и приказом Министерства обороны номер 45 от 2023 года. Эта выплата составляет 15 миллионов гривен, что соответствует 1000 прожиточных минимум для трудоспособных лиц на 2025 год. Она назначается семьям военнослужащих, погибших в боевых действиях во время военного положения, введенного из-за полномасштабной агрессии России с 2022 года. Характеристики этой единовременной помощи, выплаты. Правовая основа. Социально-страховая выплата, то есть ЕДП – это социально-страховая выплата, предусмотренная для материальной поддержки семей, потерявших кормильца. Она не связана с моральным вредом, то есть не компенсирует душевное страдание, а покрывает экономические потери, утрата дохода, расходы на похороны. Сумма ЕДП фиксирована: 15 миллионов гривен для гибели в боевых действиях, или 750 прожиточных минимумов, это около 2 миллионов гривен, чуть больше, если гибель не связана с боевыми действиями. Сумма распределяется равными частями между наследниками: супруг, супруга, дети, родители, иждивенцы. Процедура выплаты административная, через территориальные центры комплектования, ТЦК, воинские части или пенсионный фонд. Требуются объективные доказательства: свидетельство о смерти, выписка из приказа воинской части. Выплата осуществляется поэтапно: 20% сразу, это 3 миллиона гривен, остальное ежемесячно, около 300 тысяч гривен, до полного исчерпания. Срок обращения до года после гибели. Цель выплаты: социальная защита, основанная на принципе солидарности общества с защитниками в условиях военного положения. Это не штраф или наказание, это государственная поддержка. Доказательства объективные: военные документы, акт о смерти. Судебное вмешательство требуется редко, например, при признании бойца пропавшим без вести. Налогообложение выплаты. Она налогом не облагается в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Украины. Практика. По данным Минобороны на 2025 год более 100 тысяч семей получили ЕДП. Процесс автоматический и редко оспаривается. Что важно, ЕДП – это исключительно имущественная компенсация, не связанная с моральными страданиями. Она отражает государственную поддержку семей военнослужащих, погибших в боевых действиях. Теперь о природе компенсации морального вреда. Компенсация морального вреда, которую требует София особо, регулируется Гражданским кодексом Украины
а именно статьей 23 «Защита неимущественных прав, включая право на честь, достоинство и семейные связи». Моральный вред – это физические или душевные страдания, вызванные противоправными действиями. Статьи 1166-1167 Гражданского кодекса Украины возмещение вреда, причиненного противоправным поведением, в данном случае убийством по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Характеристики компенсации морального вреда. Правовая основа – это цивильно-правовой механизм защиты неимущественных прав, возникающий из деликтных обязательств. Внедоговорной вред. Сумма не фиксирована. Суд определяет ее на основе субъективных факторов. Глубина страданий, степень вины причинителя, в данном случае Зинченко, характер правонарушения, убийства, тяжкое преступление, общественная значимость жертвы, Фарион, как известная фигура. Цель выплаты – это компенсация нематериальных потерь, душевных страданий, унижения чести или достоинства. Денежная форма – это лишь способ реализации в соответствии со статьей 23, часть 3 Гражданского кодекса Украины. Кто выплачивает? Виновник, в данном случае Зинченко, физическое лицо. Если виновны должностные лица, возможно привлечение государства, но в данном случае это не применяется. Процедура судебная в рамках гражданского или уголовного процесса в соответствии со статьей 128 Уголовного процессуального кодекса Украины. Иск Софии интегрирован в уголовное дело, но решение по нему будет отдельным. Доказательства субъективные, медицинские или психологические заключения, свидетельства, фото, видео. Например, София ссылается на травму детей от фото убийства в соцсетях. Презумпция вреда действует. Если доказана противоправность убийства, вред считается причиненным. В соответствии с практикой Верховного суда, дело номер 461/5678/19 год. Срок исковой давности 3 года в соответствии со статьей 257 Гражданского кодекса Украины. Судебная практика. В делах об убийстве компенсации составляют, как правило, от 200 до 800 тысяч гривен, редко превышая 1-2 миллиона. Например, дело номер 761/2345/21 и номер 461/5678/19. Суммы выше 5 миллионов встречаются в исключительных случаях, например, при пытках или резонансных преступлениях. Налогообложение. Выплата не облагается налогом, если сумма ниже определенного порога. В соответствии со статьей 165.1.1 Налогового кодекса Украины. Ключевое различие выплат. ЕДП – это государственная социальная помощь, фиксированная и автоматическая, направленная на материальную поддержку, без учета моральных страданий. Компенсация же морального вреда – это индивидуальная, субъективная, выплачиваемая виновником через суд и связанная с душевными потерями. Теперь о символизме 15 миллионов. Здесь речь идет не о моральном вреде, а о выплате за жертву как бы войны. София Особа в своем иске сознательно выбрала сумму в 15 миллионов гривен, ссылаясь на ЕДП, то есть выплату за погибшего бойца ВСУ. Она заявила, что эта сумма, которую она требует,
символизирует значимость утраты ее матери, Ирины Фарион, которая, по ее словам, по словам Софии, погибла за Украину. Юридически это некорректно. ЕДП – это имущественная компенсация, а моральный вред – нематериальное. Требование 15 миллионов гривен выходит за рамки типичной судебной практики, где суммы редко превышают 1-2 миллиона. Практика Верховного суда, дела номер 761/2345/21, номер 461/5678/19, учитывая, что Зинченко 18-летний, без значительного имущества, суд, скорее всего, снизит сумму, так как Гражданский кодекс Украины запрещает карательные компенсации. Выбор Софии этой суммы – это не юридический расчет, а символический жест, приравнивающий убийство Фарион, совершенное в мирном Львове гражданином Украины, к жертвам войны. Этот символизм подразумевает, что в Украине идет не только внешняя война с Россией, но и внутренний конфликт, где патриоты, такие как Фарион, противостоят внутренним врагам, таким как Зинченко. Именно этот нарратив и совпадает с российской пропагандой, утверждающей, что в Украине якобы идет гражданская война, внутренняя. Ирина Фарион была яркой фигурой украинского этнического национализма. Как член ВО «Свобода» и активная защитница украинского языка и культуры, она отстаивала приоритет украинской этнокультурной идентичности, часто в радикальной форме. Ее высказывания, например, о русскоязычных военнослужащих ВСУ как проблеме или о необходимости очищения Украины от русификации, вызывали поляризации. У нее были как сторонники, видевшие в ней патриота, так и противники, обвинявшие ее в языковой нетерпимости и разделении общества. Согласно статье 15 Конституции Украины, никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Это закрепляет принцип идеологического плюрализма, гарантируя свободу убеждений. Статья 34 – свобода слова, статья 35 – свобода мировоззрения. Взгляды Фарион, хотя и защищены свободой слова, не были общеобязательными и вызывали споры. Ее убийство гражданином Украины, в данном случае подозреваемый это Зинченко, указывает на возможный идеологический раскол. Особенно если мотивы Зинченко окажутся связанными с неприятием ее националистических идей, что пока не подтверждено следствием на 21 сентября 2025 года. Теперь о том, что София Особа фактически, умышленно или неумышленно, является единомышленником российских пропагандистов. Российская пропаганда с 2014 года продвигает нарратив, что конфликт в Украине – это якобы гражданская война между различными группами украинцев, националистами против русскоязычных, Западом против Востока. Этот нарратив отрицает агрессию России, аннексию Крыма, войну на Донбассе, вторжение 2022 года и представляет события как внутренний раскол, вызванный идеологическими, языковыми или этническими различиями. Убийство Фарион, сторонницы национализма, молодым украинцем Зинченко,
идеально вписывается в этот нарратив. Пропаганда может утверждать, что националисты сталкиваются с сопротивлением внутри Украины, подтверждая тезис о гражданской войне. Иск особы на 15 миллионов гривен полностью поддерживает этот российский пропагандистский нарратив. Вот логическая цепочка. Первое. Символизм суммы. София требует 15 миллионов гривен, ссылаясь на ЕДП за погибшего бойца ВСУ. Это приравнивает убийство Фарион, совершенное в тылу гражданином Украины, к жертвам боевых действий. Такой выбор подразумевает, что в Украине имеет место внутренний конфликт, где патриоты, такие как Фарион, гибнут от рук внутренних врагов, таких как Зинченко, что идентично тезису российской пропаганды о гражданской войне в Украине, внутреннем конфликте. Второе. Идеологический раскол. Фарион представляла этнический национализм, который, согласно статье 15 Конституции Украины, не обязателен. Ее убийство гражданином Украины указывает на противостояние между националистами и их оппонентами. София, акцентируя на жертве матери за Украины, подчеркивает этот раскол, представляя убийство как часть внутренней борьбы, как результат гражданской войны, а не международного конфликта. Третье. Публичное заявление. София подчеркивает общественную значимость дела, упоминая травму своих детей от фото в соцсетях и необходимость направить деньги на ВСУ. Это усиливает восприятие убийства как части внутреннего конфликта, где идеологические разногласия приводят к насилию и гражданской войне. Представляя Зинченко как врага патриотических идей, София поддерживает нарратив о противостоянии внутри Украины, о гражданской войне. Четвертое. Полное совпадение с российской пропагандой. Российская пропаганда утверждает, что в Украине идет якобы гражданская война между националистами и обычными гражданами. Иск Софии, приравнивающий убийство Фарион к жертвам войны, представляет Украину как страну, раздираемую внутренними идеологическими конфликтами, где националисты, Фарион, гибнут от рук соотечественников, Зинченко. Это полностью совпадает с пропагандистским тезисом, отрицающим внешнюю агрессию России и акцентирующим на внутреннем расколе в Украине. И завершение цепочки. Требуя 15 миллионов гривен и приравнивая убийство к жертвам войны, София представляет Украину как страну, где идеологические разногласия между националистами и их противниками приводят к насилию, что делает ее, Софию, единомышленником российской пропаганды, утверждающей, что в Украине идет якобы гражданская война. Вот так-то вот, друзья, сознательно или несознательно вина Софии, она в данном случае бывает форма вины умышленная или неумышленная, но все равно остается виной. Она, София, в данном случае является единомышленником российских пропагандистов. Общественный резонанс и поддержка нарратива. Убийство Ирины Фарион вызвало огромный резонанс в соцсетях и СМИ. Обсуждались версии о политических мотивах
идеологической мести или заказе от российских спецслужб. Фарион была поляризующей фигурой, ее националистические взгляды вызывали как поддержку, так и критику. Это создает почву для интерпретации убийства как проявление внутреннего раскола, особенно если мотивы Зинченко связаны с неприятием ее идей. Друзья, мы помним, что в начале одна из версий убийства Фарион говорила о том, что это российский след. Так вот, российский след следствие искало на стороне Зинченко, на стороне того, кто убил Фарион. Но на самом деле российский след оказался совсем на противоположной стороне. Как Фарион еще при жизни лила воду на мельницу российской пропаганды, и ее использовали в прямых эфирах и российские пропагандисты, так и сейчас вот этот вот иск на 15 миллионов, где гибель Фарион приравнивается к гибели бойца, и таким образом создается картинка, будто бы это внутриукраинский конфликт, то есть фактически таким образом София утверждает, что в Украине таки есть гражданская война, о чем в один голос твердят российские пропагандисты. И в данном случае действия Софии и ее символизм ее иска, он полностью совпадает с нарративом российских пропагандистов. София, требуя 15 миллионов и акцентируя на значимости матери, усиливает восприятие внутриукраинского раскола. Ее иск и публичное заявление о жертве за Украину представляют убийство как часть внутренней борьбы, где националисты сталкиваются с оппозицией внутри страны. Это идеально соответствует нарративу российской пропаганды, которая использует подобные случаи для утверждения, что Украина разделена на враждующие лагеря, что оправдывает российский пропагандистский тезис о якобы идущей внутри Украины гражданской войне. Друзья, иск Софии Особы на 15 миллионов гривен за убийство Ирины Фарион – это не просто требование компенсации морального вреда, а символический жест, приравнивающий смерть матери к жертвам войны. Юридически эта сумма не соответствует практике. Суды присуждают от 200 до 800 тысяч гривен, редко до 2 миллионов, а ее выбор Софии, основан на ЕДП за погибшего бойца ВСУ, что подчеркивает политический подтекст. Представляя убийство как часть борьбы, где националисты Фарион гибнут от рук соотечественников Зинченко, София полностью поддерживает нарратив российской пропаганды о гражданской войне в Украине. Учитывая, что Фарион представляла этнический национализм, не обязательный по Конституции, статья 15, а убийство произошло в тылу, ее иск усиливает восприятие Украины как страны, раздираемой внутренними идеологическими конфликтами. Это делает Софию единомышленником российских пропагандистов, отрицающих международный характер конфликта и акцентирующих на внутреннем украинском расколе. Для окончательных выводов нужно дождаться раскрытия мотивов Зинченко, но символизм иска уже формирует опасный нарратив и делает Софию единомышленником российским пропагандистам. Друзья, если у вас есть вопросы, свои мнения, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!